Дорогие друзья, присоединяйтесь, вы на моем канале, меня зовут Елена Ругаль, и сегодня мы с вами познакомимся с уникальным направлением, это кружевной фриформ. В данном случае это моя авторская разработочка. Смотрите, я буду использовать несколько видов, точнее даже не видов, а номеров крючков. Это 2, единичка, 4,5, троечка. Вы можете использовать буквально любые свои номера крючков. Пряжа у меня секционного крошения. 280 метров в 50 граммах. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок. И мы видим вот такое нежное, красивое полотно из мотивов. Мотив называется скрамбл в фриформе. И мы будем вязать сегодня вот такую красоту. Цветочек 3D и ажурный фриформ. И познакомимся с несколькими приемами для создания красивого уникального полотна. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашего мотива с 5 воздушных петель. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5. Я выполнила 5 воздушных петель. Далее очень внимательно ввожу крючок в первую воздушную петлю и провязываю столбик без накида. Провязали. Далее арочка из 3. 1, 2, 3. Провязали. Накид. Ввожу колечко. В колечко ввожу крючок и провязываю полустолбик. Провязали. Далее очень внимательно мы будем провязывать арочки из 3 воздушных и столбики с накидом. Вот таким образом. Итак, выполняем 4 раза. Первый раз выполнили арочку из 3 и столбик с накидом. Далее 1, 2, 3 столбик с накидом. Второй раз. 1, 2, 3 и столбик с накидом. Третий раз. И 1, 2, 3 и столбик с накидом. Четвертый раз. Провязали. Далее я обращаю ваше внимание, что мы с вами вяжем по спирали. Я выполняю арочку из 3, накид. И под следующую арочку провязываю 1 столбик с накидом. Далее арочка из 3 и 2 столбик с накидом под эту же арочку. Вот такая у нас с вами как бы вилочка, да, получилась из 2 столбиков. И так мы с вами вяжем 6 раз. То есть это первый раз, вот таких вилочек как бы, да. Между ними арочка из 3, накид, и под следующую арочку то же самое. Столбик с накидом. 1, 2, 3 и столбик с накидом под эту же арочку. Это у нас с вами второй раз. Далее 1, 2, 3 столбик с накидом. Провязываем. 1, 2, 3 и столбик с накидом под эту же арочку. Это у нас с вами третий раз. Далее 1, 2, 3 столбик с накидом. 1, 2, 3 столбик с накидом под эту же арочку. Это у нас с вами четвертый раз. И еще осталось выполнить 2 раза. Напоминаю, всего должно быть 6. 1, 2, 3 столбик с накидом. 1, 2, 3 и столбик с накидом под эту же арочку. Это 5 раз. И 1, 2, 3 последний 6 раз под следующую арочку. 1, 2, 3 и столбик с накидом под эту же арочку.
провязали. Вот такая у нас с вами основа по спирали получается, видите. И далее мы продолжим выполнение, уже чередуя одиночные столбики и вот такие наши вилочки. Мы продолжаем нашу работу, и как я уже сказала, у нас с вами следующая группа столбиков. Мы выполняем арочку из 3, накид и одиночный столбик с накидом, то есть один мы выполняем под следующую арочку. Далее 1, 2, 3, и под следующую арочку я выполняю 2 столбика с накидом и между ними арочка из 3. У нас везде с вами арочки из 3 будут. Очень легко запомнить. Провязали. И вот смотрите, вот таких групп столбиков, то есть один столбик и вот такая вилочка, то есть вот такую группу столбиков и воздушных мы выполняем 5 раз. Первый раз у нас с вами готов, и продолжаем. 1, 2, 3, 1 столбик. 1, 2, 3, и под эту арочку первый столбик, 1, 2, 3 и второй столбик. И повторюсь, так мы с вами выполняем 5 раз. Вот первый раз выполнили, далее второй раз, и еще остается выполнить 3 раза. Далее вы выполняете самостоятельно. Мы с вами выполнили 5 раз. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 нашу группу столбиков. И теперь продолжаем работу и 5 раз выполним другую группу столбиков. Смотрите, я провязываю арочку из 3, 1 столбик с накидом, арочка из 3, еще 1 столбик с накидом под следующую арку. Далее 1, 2, 3, арочка опять из 3 и под следующую арку 2 столбика с накидом. 1, арочка из 3 и столбик с накидом. И вот эту группу столбиков опять же, то есть 2 столбика одиночных и под арочку вот такая вилка. Мы опять же выполним 5 раз. Первый раз у нас с вами готов. Давайте повторим выполнение. 1, 2, 3, накид. Провязываем столбик с накидом. Везде у нас арочки из 3, напоминаю. 3, столбик с накидом. 1, 2, 3 и провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2, 3 и еще 1. И повторюсь, такую группу столбиков вот мы выполнили первый раз, видно хорошо. Далее второй раз выполнили, и всего мы должны выполнить опять же 5 раз. 1, 2 и остается выполнить еще 3 раза. Мы с вами самостоятельно связали 5 раз вот эту группу столбиков. 1, считаем, 2, 3, 4, 5. Видите, да, выполнили все верно. И теперь будем выполнять навязку. Как мы это делаем? Смотрите, я переворачиваю основу и будем навязку выполнять по изнаночной стороне нашей основы. Вяжем по спирали в обратном направлении. Вот таким образом. Что я делаю? Я ниточку нашу беру и убираю на другую сторону. Она теперь будет изнаночная сторона. И начинаю выполнение нашей навязки. Я провязываю 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее 3 накида на крючок. И под арочку выполняю 5 столбиков с 3 накидами. 1, 2, 3 и 2 вместе. Это первый столбик.
Далее второй столбик с 3 накидами. Немножко побыстрее я буду вязать. Здесь столбики вяжутся одинаково с 3 накидами 5 штук. Это третий столбик. Далее четвертый и пятый столбик с 3 накидами. Вот таким образом. Под арочку мы с вами будем выполнять по 5 столбиков с 3 накидами. И так вяжем под 10 арочек. То есть 10 раз мы так с вами выполняем. Первый раз готов. Давайте я выполню с вами второй раз. 5 столбиков с 3 накидами, напоминаю. Раз, два. Давайте, ниточка запуталась, повторим выполнение нашего столбика с 3 накидами. Второй раз. Третий. Четвертый. И пятый. Повторюсь, провязываем 5 столбиков с 3 накидами под каждую арочку. Выполняем так 10 раз. 2 раза мы с вами выполнили, осталось провязать 8 раз. Мы с вами связали столбики с 3 накидами над 10 арочками. Вот хорошо видно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И далее у нас над всеми арками будет по 5 столбиков только с 2 накидами. 2 накида под арочку и провязываем. Раз, два, три, 4 и 5. Вот таким образом. Видите? И под следующую арочку точно так же. Давайте повторим. Раз, два, три, 4 и 5. Напоминаю, по 5 столбиков с 2 накидами мы с вами вяжем под все наши арки. Смотрите, вы самостоятельно вяжете таким образом вот по внешнему контуру. А как выполнять навязку по внутреннему контуру, мы с вами рассмотрим вместе. То есть там, где у нас уже провязаны столбики, мы рассмотрим, как выполнять навязочку. Мы с вами выполнили наши столбики по внешнему контуру. И давайте посмотрим, как провязывать столбики в арочках, которые уже провязаны. В данном случае у нас 2 столбика провязано. Повторюсь, над каждой арочкой мы провязываем по 5 столбиков. И я выполняю вот таким образом. Смотрите, с этой стороны провязываю 2 столбика. Далее между столбиками 1. И с этой стороны 2 столбика. 2 накида на крючок, вяжу крючок под арку, провязываю. Беру поудобнее, вот таким образом. Первый столбик с 2 накидами и второй столбик с 2 накидами. Далее, смотрите, 2 накида на крючок. И вот таким образом ввожу крючок между 2 столбиками. И провязываю еще один столбик с 2 накидами. Это третий. Всего, напоминаю, их 5. Опять 2 накида. И теперь с этой стороны под эту же арочку. Первый столбик с 2 накидами. И второй столбик с 2 накидами.
провязали. И вот смотрите, видите, вот наша арочка провязана, и мы выполняем навязку. Далее у нас идет арочка, которая провязана одним столбиком. Вы можете 3 столбика с одной стороны и 2 столбика с другой стороны, или наоборот 2 и 3. Здесь будете уже смотреть, как вам удобнее. Я выполню 3 столбика с 2 накидами сначала. Раз, два и 3. Столбики у нас с вами все с 2 накидами. Далее 2 накида на крючок. И теперь с этой стороны под эту же арочку, с этой стороны от нашего столбика. Два столбика с 2 накидами. Напоминаю, всего их получается 5. Вот видите. И с этой стороны. Далее мы выполняем точно так же. Опять же, или 3 и 2, или 2 и 3. Все зависит от вашего желания в данном случае. Я выполняю 3, а затем 2 столбика еще. Под эту же арочку. Всего 5. Третий столбик с 2 накидами. То есть все точно так же, как выполняли и ранее. 2 накида. И теперь с этой стороны. Раз и 2. Всего подарочку мы выполнили 5. Вот видите. И далее у нас с вами опять идет 2 столбика. И как и ранее мы выполняем 2, 1 между и 2 с этой стороны. Давайте еще раз повторим наше выполнение. 2 накида. Вот таким образом провязываем. Раз, два, накид, 2 накида, 1 между нашими столбиками. Давайте повторим. Раз. Вот видите, да? И теперь с этой стороны раз и 2 выполняем. То есть 2 столбика. Раз выполняем столбик с 2 накидами. И 2. Напоминаю, всего у нас 5 столбиков над каждой арочкой. И вот видно. Видите? Так мы с вами по спирали вяжем до нашей вот этой серединочки. Именно как провязать серединочку я покажу. То есть вот над каждой арочкой буквально выполняем. Мы с вами связали все наши столбики по спиральке. И вот смотрите, у нас остается только центральное колечко. И мы с вами между столбиками 4 раза будем вязать по 2 столбика с 2 накидами. Давайте выполним это вместе. Смотрите, я беру поудобнее, выполняю 2 накида на крючок и ввожу крючок вот в колечко перед первым столбиком и провязываю 2 столбика с 2 накидами. Раз и 2. Далее опять 2 накида на крючок. Теперь пропускаю мой столбик провязанный и опять провязываю 2 столбика с 2 накидами. Это у меня будет второй раз. Раз и 2. 2 накида. И опять пропускаю столбик. Это у меня будет третий раз. 2 столбика с 2 накидами.
И нам остается выполнить с вами 4-й раз 2 столбика с 2 накидами в наше колечко. Опять же пропускаю столбик, в колечко ввожу крючок, вот видите, таким образом, и провязываю. Раз и 2. Провязали. И теперь остается, смотрите, нам выполнить. Я выполняю накид на крючок, подтягиваю столбик, и между следующим столбиком и у меня идет полустолбик, я выполняю очень внимательно, выполняю 1 столбик с накидом, сюда же провязываю 1 полустолбик и 1 столбик без накида. Моя навязочка из разновысоких столбиков готова. И вот такая красота у нас с вами получается. И теперь я буду вязать рачий шаг по спирали в обратном направлении. И начинаем выполнение рачьего шага. Берем поудобнее. Я провязываю воздушную и ввожу крючок в самую первую вершинку. И провязываю. Рачий шаг — это у нас с вами столбик без накида, провязанный в обратном направлении. Аккуратненько, вот таким образом, не спеша. Над каждой вершинкой мы с вами будем провязывать рачий шаг. Вот так. Берите поудобнее, мы с вами потом все поправим, просто чтобы хорошо были видны наши вершинки. И мы провязываем наш рачий шаг. И так мы с вами вяжем по спирали до конца нашего ряда. Мы с вами выполнили рачий шаг, и вот такой нежный, красивый 3D мотив цветочный у нас с вами получился. Давайте изнаночку посмотрим. Так наш мотив по изнанке смотрится. И смотрите, мы продолжаем нашу работу и будем выполнять рачий шаг в воздушные петелечки. В каждую воздушную я выполняю еще по одному столбику рачьего шага. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Далее ввожу крючок, захватываю нить вокруг столбика и еще 1 столбик рачьего шага. Провязали. И после того, как мы выполнили последний столбик рачьего шага, я крючок 1,5, 1,05 меняю на крючок, ну, в моем случае двоечком. У вас может быть 2, 2,5 и так далее. И я буду выполнять арочки из воздушных петель. Смотрите, я провязываю 1, 2, 3, 4, 5. Количество воздушных петель и количество арок у вас будет абсолютно произвольное. Пропускаю первую арку, следующую просто ввожу крючок между столбиками и провязываю столбик без накида. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных. Опять же пропускаю арку, в следующую арку ввожу крючок и столбик без накида. Далее 1, 2, 3 воздушные. Давайте 4 выполним. И теперь ввожу крючок в следующую арочку, столбик без накида. И так абсолютно произвольно я выполняю арочки по контуру. Вот таким образом, как мы только что с вами вязали. Давайте еще выполним
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Количество воздушных петель в арке абсолютно произвольное. И количество арок у вас будет произвольное. Давайте раз, два, три, 4. И ввожу крючок. Вот видите? И захватываю арочку. Вот таким образом. Вяжем так по контуру. И я не устаю повторять, что фриформ это импровизация. Вы самостоятельно решаете, вязать вам полностью вот таким образом, да, арочки, или связать частично. Вот я покажу сейчас на примере. Я выполнила уже 2 мотива именно частично. Видите, связаны арочки и обвязаны наши с вами красивые вот такие цветочные мотивы. Фриформ это ваша фантазия, ваши возможности, и вы делаете так, как считаете нужным. Видите? То есть здесь выполнена частично обвязка арочками. А дальше выполнена полностью. Видите? Все зависит от вашего желания, фантазии, опыта. Мы с вами продолжаем и берем крючок, меняем крючок 2 на крючок 4,5 и продолжаем нашу работу. Будем вязать различные приемы, обвязывая наши арки. Начнем, вот смотрите, со столбика с накидом. И вот таким образом свободно, аккуратненько мы провязываем наши столбики с накидом. Где-то вяжем 4 столбика, где-то 5 раз, 2, 3, 4, 5. Где-то выполняем воздушные. И провязываем полустолбики, допустим. Раз, 2. Далее столбики с накидом. И так мы обвязываем наши арочки. Опять же, количество столбиков я достаточно быстро вяжу. Почему? Потому что количество столбиков вы регулируете абсолютно самостоятельно. Более того, выполняете ли вы столбик с накидом, без накида или полустолбик, опять же, решаете самостоятельно. Можно выполнить столбики с 2 накидами. Давайте выполним несколько столбиков с 2 накидами. И все наше вязание будет основано на укороченных или частично связанных рядах. Будем использовать абсолютно разные приемы. И пышные столбики, и блок столбики, и все приемы, которые вы знаете, можете использовать при вязании фриформа. Давайте остановимся. И вот смотрите, видите, вот такое у нас с вами вязание получается. Его хорошо видно по изнаночной стороне. Итак, мы вяжем с вами, пока не закончатся наши арочки. То есть под каждую арочку вяжем произвольное количество столбиков.
Мы с вами выполнили разновысокие столбики под арки. Видите, где-то выполнили арочки. Все выполняется абсолютно произвольно. Дальше я продолжу работу, выполню еще несколько столбиков. Давайте выполним 3 столбика с накидом. И выполняю накид вокруг столбика. Выполняю обвитие 1, 2, 3, 4, 5. Мы с вами рассмотрим несколько приемов, которые вы потом можете использовать в полотне. И воздушная. Накид. Пропускаю вершинку, в следующую вершинку провязываю столбик. И точно так же накид. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, провязали. Давайте столбик с 2 накидами и ввожу крючок. Провязываю первый столбик с 2 накидами и в следующую вершинку второй. И опять же выполняем точно такие же обвития. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, провязали. Далее вяжем с вами столбик с 2 накидами. Еще один столбик с 2 накидами. И далее можно выполнить воздушные, и под арочку вяжем столбики с накидом. И обращаю ваше внимание, что смотрите, само провязывание, я сейчас на примере покажу, может быть абсолютно разным. То есть вы провязываете столбики, допустим, не обязательно вершинку, а можно провязывать между столбиками. Ну, то есть само место провязывания, видите, да, может быть абсолютно разным. Вот таким образом. То есть все зависит уже от вашего желания и как вы хотите провязывать. Допустим, там побольше дырочку хотите, поменьше. Ну, таким образом вы уже вяжете и выбираете, как вам провязывать самостоятельно. Давайте выполним еще пару столбиков. 1. Далее 1, 2, 3. Накид и провяжем 1, 2 и 3. Дальше 1, 2, 3 и провяжем 1, 2, 3. Вот видите, у нас уже вот с вами такое очень нежное и красивое полотно получается. Давайте я положу и посмотрим. Видите? Далее мы продолжим и, допустим, опять же, я повторюсь, вы вяжете и выбираете направление самостоятельно. Я, допустим, выполняю 4 воздушные, работу разворачиваю и иду в противоположном направлении. Выполняю 1, 2, 3, 4 и под арочку начинаю выполнять 1. У вас полотно будет получаться очень мягкое, рыхлое, и вы будете уже смотреть, что можно
провязать, то есть какие приемы можно провязать и что у вас будет получаться. Видите? Так, очень просто. Ничего сложного. Здесь, видите, вот я захвачусь за несколько нитей нашего столбика. Давайте выполним еще воздушные и несколько столбиков под нашу арочку. И остановимся, посмотрим, что у нас с вами получается. Пряжа у нас секционного крошения. Сама пряжа очень хорошо и красиво ложится. Поэтому вы просто используете те приемы, которые вам известны. Вы можете попробовать их выполнить. Давайте 3-4 воздушные, накид и провязываем. И еще раз. 1, 2, 3 и провязываем. 1, 2, 3 и провязываем. Вот мы на изнаночной стороне, и я переверну на лицевую сторону. Так мы продолжаем работу. Можно в эту сторону, можно вернуться в эту сторону, продолжить. Уже вы решаете самостоятельно. Видите, красивое воздушное нежное полотно получается. Давайте я выполню несколько столбиков и покажу еще несколько вам интересных приемов. Давайте выполним 1, 2 столбик. И дальше просто вяжем столбики. Вот таким образом. Дальше я выполняю воздушные, работу разворачиваю и под арку буду выполнять столбики с накидом. Давайте выполним столбики с накидом. Опять же, смотрите, чтобы полотно у вас не буровило и в то же время не стягивалось, да. Но оно само мягкое очень и очень хорошо видно. В принципе, столбики достаточно мягко, хорошо ложатся. Давайте выполним еще несколько столбиков над нашими арочками. Давайте 1, 2, 3, 4. И здесь мы выполним столбик с накидом. И смотрите, вот над нашими столбиками выполняем такой прием накид. Я ввожу крючок, вытягиваю. 1, 2, 3 и 4. Дальше провязываю, придерживаю и провязываю. И сюда же провязываю еще 1, 2 и 3 столбика. Вот так у нас с вами интересно получается, видите? Давайте еще раз повторим. Накид. 1, 2, 3 и 4. Провязали, провязали. Дальше придерживаем и провязываем.
Не спешим. Раз, два, три. Давайте еще раз. Аккуратненько. Раз, два, три и 4. Провязываем и провязываем в 2 приема, да, и потом вяжем столбики без накида. Раз, два и 3. И вот такая красота у нас с вами получается. Видите, нежно, красиво. Дальше мы просто выполняем воздушную и подарочку столбики с накидом. Давайте я выполню несколько столбиков. И вы можете зайти на мой канал и просмотреть. Там огромное количество различных столбиков, приемов, попкорнов. Все это используется во фриформе, поэтому изучайте приемы. И, конечно же, ваше полотно будет смотреться интересно, красиво, если вы попробуете разные интересные приемы. Ну, мы с вами останавливаемся. Вот видите. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Полотно получается очень воздушное, красивое. Повторюсь, используйте буквально любые приемы, пышные столбики, петли Соломона, то есть все знания, которые у вас есть по вязанию крючком, вы можете использовать во фриформе. И у вас будут получаться очень красивые, интересные мотивы в технике фриформ. И затем, соединяя эти мотивы, вы уже будете создавать красивое нежное полотно. Давайте посмотрим на то полотно, которое уже я связала. И давайте посмотрим на наши вот такие красивые мотивы, которые у нас получились. Великолепно смотрится такое вязание кружевной фриформ из пряжи секционного крошения. Видите, мотивы именно цветочные получаются буквально разные. Можно их выполнять побольше, поменьше. И видите, за счет пряжи секционного крошения они получаются абсолютно разного цвета. Само полотно получается нежное, красивое, воздушное. Давайте посмотрим на полотно. Вот я уже выполнила. Видите, вот то, что мы с вами связали. И вот полотно, которое уже я выполнила. Видите, очень нежно, красиво смотрится. Очень мягкое, вяжется быстро, просто. И единственное, что вы должны помнить при выполнении такого рода, вот допустим, изделий, да, в технике кружевной фриформ, что ваши, ну, в данном случае цветы, имеют определенный вес. И вы будете делить на перед и спинку. Вес переда и спинки у вас должен быть приблизительно одинаковый, чтобы не было перекоса в изделии. Я делаю верхнюю часть изделия из вот таких цветочных мотивов. Вот такая красота у меня получается. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать очень интересный, красивый, нежный мотив в технике кружевного фриформа. Как всегда, моя авторская разработочка. Вяжется мотив
очень просто, шаг за шагом. Обращаю внимание, что для фриформа, конечно же, нужны определенный опыт и навыки. Ну, если потренироваться, в принципе, может справиться любая рукодельница. И вот такое красивое нежное полотно. Великолепно такой фриформ смотрится из пряжи секционного крошения. Видите, цветы получаются у вас абсолютно разные. Можно их выполнять больше, меньше. Из пряжи секционного крошения очень нежно и красиво смотрится такое ажурное полотно. Напоминаю, мы использовали с вами разную толщину крючков. И вот такая красота у нас с вами получилась. Экспериментируйте. Фриформ — это всегда эксперимент, это всегда импровизация. Великолепное, потрясающее направление вязания крючком. Поэтому приглашаю всех поэкспериментировать и создать уникальное полотно для изделия. Изделие может быть буквально любым, начиная от какой-либо накидочки, блузы, кардигана, пончо. Все зависит, опять же, от вашего желания. До новых встреч и творческих вам успехов. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии.